Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить лиганці или, как их еще называют, закарпатские або гуцульские кнедлі. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь подготовим картофель, которого нам понадобится 1 килограмм. Картофель тщательно моем, перекладываем в кастрюлю подходящего размера, заливаем водой и отвариваем до полной готовности. Готовый картофель в мундирах достаем из кипятка и оставляем на столе до полного остывания, а затем очищаем. Очищенный картофель пропускаем через специальный пресс или тщательно пюрируем с помощью привычной всем картофеледовилки. Чем однороднее вы сделаете картофельное пюре, тем нежнее и вкуснее получится картофельное тесто. В картофельное пюре добавляем 1 яйцо, 20 граммов сметаны, это примерно 1 столовая ложка, соль по вкусу и 250-300 граммов крахмала. Я использую кукурузный крахмал, но вполне подойдет и картофельный. Теперь замешиваем картофельное тесто. Крахмал я рекомендую добавлять постепенно, поскольку его количество во многом зависит от водянистости вашего картофеля. При замесе картофельного теста ориентироваться необходимо прежде всего на его консистенцию. Оно должно получиться очень гладким, практически не липнущим к рукам, мягким и нежным. При этом оно должно быть на ощупь одновременно и упругим, и податливым. Это сложно передать словами, но если просто держишь ком теста в руках, оно кажется упругим, как будто немного резиновым. А если прижать его пальцем, то оно поддается и проминается, как размягченное масло. Готовое тесто пока отправляем обратно в миску и затягиваем его пленкой, чтобы оно не заветрилось. И займемся начинкой. Для этого нам понадобится 350-400 граммов творога. Чем жирнее он будет, тем лучше. В творог добавляем 1 яйцо и 2-3 столовые ложки уже измельченного укропа. У меня укроп замороженный, но лучше, если это будет свежий укроп. Также по вкусу добавляем соль и черный молотый перец. С помощью вилки хорошо все перемешиваем, одновременно с этим слегка разминая творог. Доводить его до пастообразного состояния не нужно, просто желательно избавиться от слишком крупных кусков сыра. Готовую начинку пока отставляем в сторону и вернемся к тесту. Присыпаем рабочую поверхность крахмалом и выкладываем наше картофельное тесто. Для удобства я делю его на 2 части. Одну часть теста убираю обратно под пленку, чтобы оно не заветривалось, а оставшуюся часть теста обваливаю в крахмале и раскатываю его в колбаску толщиной около 4-5 см. А затем делю ее на небольшие кусочки длиной около 5 см. Каждый кусочек руками разминаю в лепешку толщиной около 5 мм. На центр лепешки выкладываю 1-2 чайные ложки творожной начинки. Соединяю концы лепешки и защипываю их так, как мы это делаем, когда лепим вареники. Получившийся вареник зажимаю между 2 ладошек, сложенных лодочкой, и формирую продолговатую заготовку. Потом прижимаю острые концы будущего кнедля и обваливаю его в крахмале. Получается вот такая вот заготовка, напоминающая небольшой кирпичик округлой формы. По такому же принципу формирую заготовки из остального теста и начинки и выкладываю их на поверхность, припуренную крахмалом. Готовые заготовки лиганців отставляем пока в сторону и ставим на огонь кастрюлю с водой, которую нам нужно довести до кипения. В кипящую воду аккуратно выкладываем первую порцию лиганців. Очень осторожно, чтобы не повредить кнедли, слегка перемешиваем содержимое кастрюли, чтобы лиганці не прилипли к дну. И ждем, когда вода снова закипит, а лиганці всплывут на поверхность. После этого снижаем нагрев до минимума и варим лиганці на протяжении 7-10 минут. В это время ставим на огонь сковородку и берем около 100 граммов сала. У меня это кусочек копченого и кусочек обычного соленого.
Сало нарезаем небольшим кубиком и выкладываем в сковородку. Затем накрываем сковороду крышкой и ждем, когда вытопится жир. Когда это произойдет, берем одну луковицу весом около 100 граммов, которую предварительно необходимо нарезать мелким кубиком. Выкладываем нарезанный лук в сковородку со шкварками и периодически помешивая, обжариваем лук до золотистого цвета. Выключаем нагрев под сковородой и оставляем пока зажарку в сторону. Тем временем лыганьцы уже сварились, поэтому достаем их из кипятка шумовкой и сразу же выкладываем на порционную тарелку. А в кастрюлю выкладываем новую порцию кнедлей. Готовые к подаче лыганьцы присыпаем сверху зажаркой из шкварок и лука и подаем их со сметаной. Несмотря на то, что внешне лыганьцы очень похожи на обычные кнедли или галушки, по вкусу это совершенно оригинальное и ни на что не похожее старинное украинское блюдо. И дело здесь не только в начинке, которая придает сливочный привкус, но и в самом тесте. Благодаря использованию крахмала, а не муки, как это делается в других похожих блюдах, лыганьцы получаются невероятно нежными, но при этом упругими, тающими во рту, но при этом не рассыпающимися. И самое главное, тесто получается не гливке, а очень мягким и сочным. В общем, чтобы понять, что такое лыганьцы, их нужно обязательно приготовить и попробовать. Тем более, что готовятся они достаточно быстро, легко и из самых обычных и доступных продуктов. К слову, я готовлю их сразу много, поскольку на второй день после обжаривания они мне нравятся еще больше. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!